лично показывает мне свою клинику. Если вы меня спросите, а пошел бы я сам в эту клинику за 4-5 тысяч евро, я сам не знаю, где конкретно чьи работы. Не ориентируйтесь на методики. 13 операционных. Это хорошая клиника для пересадки волос или нет? Да ему платят за это. Он просто всех зовет к себе на консультации. Мотайте на ус, он хейтер. Лысый, а рекомендации дает. Я прошел через 2 пересадки волос, ношу систему волос и сделал себе трихопигментацию или SMP. Если кто-то не смотрел, вот видео. Потратил 5 лет на изучение клиники докторов по всему миру и, не останавливаясь, продолжаю это делать, чтобы находить самых лучших специалистов. Вначале, если я был сконцентрирован на клиниках, то сейчас я понял, что клиники — это очень нестабильная единица, где очень много всего изменяется, и лучше ориентироваться на конкретных докторов. Сегодня я расскажу про клинику Хернева, где я был в 2021 году, но до этого очень важный момент. Знаете, что общего между фастфудом и некоторыми клиниками по пересадке волос? Конвейер. Быстро, дешево, но качество часто под вопросом. Может для кого-то подойти, чтобы утолить быстрый голод, но никогда не подойдет для вашей эстетики, так как изменить результат будет уже невозможно. В данном случае масштабирование происходит именно за счет цены. В портфолио действительно красивые фотографии, но непонятно, кому конкретно они принадлежат. Возможно, этих профессионалов, докторов или ассистентов уже даже и в помине нет в этой клинике. Моя цель — дать вам информацию для вашего осознанного выбора. Потому что я сам когда-то искал такие же вопросы и не мог на них найти честных ответов. Дорого не значит качественно. Чаще всего вы платите именно за маркетинг или громкое имя доктора, или же громкое имя клиники. Дешево — это особые риски нарваться на того самого студента, которому нужны ваши головы для тренировки. Сейчас это очень популярно в России, и за такого рода операции, когда на вас же и тренируются, берут от 1500 до 2000 долларов. Хотя в мире такого рода операции, когда на вас тренируются, стоит около 500-800 долларов или евро. Таким образом, влияя на стоимость, у вас создается впечатление, что это нормальная клиника средней стоимости. Хотя на самом деле на вас же эти студенты и тренируются. Поговорим о клинике Хернева. Впервые я посетил эту клинику в 2021 году, если не ошибаюсь, и на самом деле с того времени очень много всего изменилось. Изменились команды, которые там работают, весь маркетинговый отдел, команды, которые работают с клиентом. Сейчас эти ребята отделились и работают отдельно в другой клинике. А в этой клинике я тоже, вероятно, сделаю обзор. Сейчас все обновлено: доктора, результаты, сама клиника, физическое ее расположение и многое-многое другое. Как раз таки то, что я вам сегодня покажу и расскажу. Обязательно досмотрите видео до конца. В самом конце я сделаю оценку клиники по моей независимой экспертной оценке, которую я использую универсально для оценки всех клиник и докторов, что все честно и прозрачно. Чтобы вы не путали, сам доктор Гюнджаль, он занимается пластической хирургией. Он действительно является одним из самых известных пластических хирургов в Турции, и множество его клиентов приезжает со всего мира. Основные его клиенты — это Европа и Америка. Когда вы думаете, что доктор вам будет сам делать пересадку волос, нет. Это как раз таки тот тип клиники, когда под именем конкретного доктора отдельное отделение по пересадке волос, и сам доктор набирает других профессионалов, других докторов, ассистентов и так далее для отдельного функционирования клиники по пересадке волос. Еще знаете, что я вам хочу порекомендовать? То, что я сам использую всегда в своей жизнедеятельности и для анализа чего бы там ни было. Всегда попытайтесь углубляться и смотреть на детали, считывать и конкретного человека, то, как человек говорит, то, что он делает, на работы, какие-то детали. Помните, когда-то там 4 или 5 лет назад я вам рассказывал про клинику Turkey Hair Academy и доктор Бирджан, который, как оказалось, и даже не закончил свое медицинское образование, получил просто курс и делает, собственно, пересадки волос. А знаю это, потому что я делал официальные запросы в университеты, и, как мне сказали, этот доктор не закончил свое образование, и он, по сути, и не доктор. Но посыл мой в чем? Когда я разбирал эту клинику, вот первое, что я увидел, это абсолютно голые кабинеты, стоит просто столик. Это выглядит так, как будто бы в любой момент, вне зависимости от того, пойдет хорошо бизнес или не очень пойдет бизнес, то есть можно просто собрать весь свой чемоданчик и быстренько, что называется, исчезнуть. Если бизнес продолжает развиваться, тогда окей,
Продолжаем, что называется, работать. И чем мне понравилась клиника Хернева 4-5 лет назад, что тут каждая деталь, она прям продумана, очень много эстетики, очень много вкуса, очень много замысловатости, то есть это то, что мне самому нравится. Но это вовсе не значит, что я лично вам говорю, что вот клиника, я ее супер рекомендую. Я вам сейчас покажу все моменты, что называется, и плюсы, и минусы. Вы уже можете выбирать сами, нравится вам, не нравится, соизмерять, но всегда старайтесь считывать именно детали. И вот Гюнжаль, соответственно, сам лично показывает мне свою клинику. В прошлый раз, когда я был в клинике, шел еще только ремонт, все только готовилось. На данный момент уже клиника готова, она выглядит, конечно, просто шикарно, очень красиво, со вкусом, и цены, я вам скажу, уже поднялись в 3 раза. Даже на самом деле по прошествии полугода цены поднялись еще выше. И вот он мне показывает множество различных помещений, консультационные кабинеты, где проводится первоначальная консультация для клиентов. Также доктор мне показывает экзосомы, которые сейчас в Турции становятся очень популярны, потому что, да, я понимаю, что на экзосомах можно заработать дополнительные деньги. Например, если при закупке там экзосомов они, например, они стоят там 200, 300, 400, 500 евро, то их продают там 800, 1000, 1500 и выше. В общем-то, это дополнительный заработок для любой клиники. От себя скажу, если кто-то не смотрел, посмотрите видео HLC, там мы обсуждаем с доктором про технологию экзосом, и я вам честно от себя рассказываю также, насколько это действительно работает, насколько это дорого, сколько это должно стоить и как это влияет на вас. Поэтому, кто не смотрел, обязательно посмотрите видео HLC, там есть про это. И пока мы осматриваем клинику, я также обращаю на множество деталей, как выглядят операционные, как выглядят консультационные комнаты, как выглядит персонал и так далее. Возможно, для вас это не важно, но так как я раньше работал аналитиком бизнеса, для меня вот все эти детали очень важны. Просто рекомендую обращать внимание на то, что вам нравится или вам не нравится. Все вместе это будет влиять на ваше восприятие клиники и доверие. Хотите вы, например, сделать в этой, в другой или какой-то третьей клинике, опираясь на ваши личные ценности и что для вас действительно важно. Множество комнат, множество подсобок, то есть огромная площадь, и на самом деле эти площади также планируются сдаваться и сдаются даже для других клиник. В общем-то, такая достаточно типичная история больших клиник, у которых свои площади. Доктор Гюнжаль знакомит меня со своими командами, показывает абсолютно все комнаты. То есть я на самом деле тоже ценю Гюнжаля, и я с ним знаком уже долгое время, и вот эта вот честность, она мне очень откликается, потому что я тоже открытый человек, у меня нет секретов. То есть то, что вы спрашиваете у меня, я вам показываю и рассказываю абсолютно все. Нет, что называется, комнаты со скелетами, да, как сейчас вот это в России происходит. Вам выпячивается то, что нужно показать, и скрывается очень множество того, что на самом деле супер важно для вас. Вот операционные, вот команды, всего 13 операционных. И вы мне скажете: Олег, так это же вот тот самый конвейер. И несмотря на то, что не все 13 операционных заняты, но по сути, да, это укладывается именно в тот же формат, который становится очень модным сейчас и самым прибыльным для клиник по пересадке волос. Такого рода клиники, они зарабатывают порой больше, чем даже топовые доктора, у которых цены выше. Но клиники с топовыми докторами, они, как правило, фокусируются на единичных клиентах. 1, 2, некоторые даже на 2-3 клиентов в неделю. Здесь же, по сути, может проходить до 26 операций. Пока этого нет, но, возможно, именно это и будет в перспективе. И, конечно же, чем быстрее это будет происходить, тем дальше эта клиника и вот этот концепт будет отрываться от того, что преследую я. А я преследую конкретного доктора с 1, максимум 2 пациентами в день. Когда я сам подготавливаю своих ребят и веду полностью в течение года до получения результата. От и до. Сейчас все это можно найти на моем сайте в разделе «До и после» или «Портфолио». А вы спросите, а что же делает сам доктор, если он не делает пересадку? Сам доктор только задействован в моменте проектирования фронтальной линии. Как вы видите, сам личный контакт с каждым клиентом. Это все, по сути, гарантирует своим именем качество клиентов. Как я и сказал, это очень прибыльная и очень отработанная схема. Таких клиник достаточно много. Это и клиника Serkan Aygün. Если не смотрели, обязательно посмотрите. Вот видеообзор. И, наверное, если это будет продолжаться в таком же виде, все так же придет к тому, что сейчас в клинике Serkan
Айгин, может быть нет, будем следить, но опять-таки, если у меня все еще будет интерес к этой клинике. Более 5 лет я изучаю клиники докторов по всему миру, и получается даже так, что некоторый персонал из других клиник я вижу в тех или иных командах. Также и здесь я увидел несколько ребят, которые раньше работали в других клиниках, и сейчас они работают здесь. То есть вот эта вот текучка команд, она также очень важна, и на это нужно обращать внимание, и вы, конечно, об этом сами никогда не узнаете. То есть в этом нужно быть полностью погруженным в тему. Чем я, по сути, и занимаюсь последние 5 лет, контролируя и проверяя клиники по всему миру. Это не только Турция, это Латинская Америка, это Турция, это Азия. Единственные регионы, которые я пока не проверял, это Европа и Америка. Почему? Потому что стоимость труда в этих странах самая высокая, поэтому и цены там будут явно завышены. Хотя часто в тех же клиниках работают те же турецкие доктора. Также я спросил у доктора, а какое количество максимальное может быть пересажено в течение одной операции. Одна операция может быть разделена на 2 дня с пересадкой до 7000 графтов. Это огромное количество, и тут нужно быть очень аккуратными, потому что, да, если даже команда и доктор сделают все оптимально, как они только смогут, они все равно не могут гарантировать то, что ваша донорка останется живой. Потому что ваша конкретная физиология очень важна и отличается друг от друга. У кого-то заживление происходит быстрее, а у кого-то наоборот, даже несмотря на то, что все будет сделано максимально хорошо, донорская зона все равно может пострадать. Тут же как раз таки мы видим, как берутся волосы с подбородка. В данном случае до 1000 графт, что тоже на самом деле достаточно большое количество. Всего в клинике представлено 2 доктора, и я вам скажу честно, когда я попросил работы первого доктора и второго доктора, мне по прошествии полгода их не предоставили, потому даже я сам не знаю, где конкретно чьи работы. Ну и также нужно учитывать тот фактор, что многие работы принадлежат и тем докторам, которые уже в этой клинике не работают. Моя задача быть с вами честными, поэтому я вам все, как оно есть, и рассказываю. Ну и, конечно, я понимаю, что для бизнеса, наверное, будет супер невыгодно привязываться к какому-то доктору и говорить, что вот эти работы относятся к вот этому доктору, вот эти работы относятся к вот этому доктору, но для вас, как для клиента, это очень важно, потому что вы покупаетесь на определенные фотографии, которые вам нравятся, те результаты, которых, возможно, в клинике уже и нет, так как эти специалисты, возможно, работают уже в других местах. Возможно, они даже открыли свои отдельные клиники. Если мы убираем вот этот фактор, то вы покупаете имя доктора и его маркетинг. Ну, это то, как оно работает. Тут доктор говорит о фронтальной линии, о том, как ее, в общем-то, нужно делать. Тут достаточно общая информация. В данном случае клиенту пересаживается 6500 графтов, огромное количество, в 2 дня. И мы идем дальше. Куча кабинетов. Многие кабинеты свободные, то есть они даже рассматриваются, и некоторые из них даже сдаются другим докторам, которые не относятся к этой клинике. И когда вы видите, возможно, поток людей в этой клинике, это вовсе не значит, что все клиенты, все пациенты относятся именно к этой клинике, потому что некоторые клиники также сдают отдельно свои кабинеты другим докторам. В общем-то, клиника разделена на несколько зон, то есть та зона, где находятся клиенты, и обратная сторона, там, где операционный, и там, где находится сам обслуживающий персонал, включая команды. Вот тут же находится, например, кухня, где тусуется, можно сказать, весь персонал, отдельная курилка, отдельные комнаты для персонала, который работает в social media, тут финансовый отдел. То, что, возможно, еще вам интересно, клиника разделена на часть по пересадке волос, и другая часть — это dentistry, это стоматология. Очень популярный бизнес сейчас. Те, кто открывает клиники по пересадке волос, часто одновременно открывают еще и зубы, потому что это тоже очень прибыльно, очень выгодно. И многие клиенты из Турции летят, например, папа летит на пересадку волос, а дети и мама, например, делают зубы. Зубы, на самом деле, я тоже проверил. Если вам будет интересно, обязательно запишу видео и расскажу еще и про зубы. Итого, для персонала отдельный вход, для клиентов отдельный вход. Тут же мне показывают, что есть и рентген. Рентген — это для зубов. И вот мы постепенно передвигаемся в зону стоматологии. Кстати, важный момент. Клиника раньше называлась Хернева, сейчас это все преподносится под брендом Dr. Go. Go — это как доктор Гюнжаль, Go,
то есть, соответственно, доктор Гол. То есть самой Hair это уже не очень акцентируется, тут больше про клиника доктор Go и отделение стоматологии, оно называется доктор Smile, то есть это вот то, что касается нашей Smile, то, что касается нашей улыбки и зубов. И у меня был один из клиентов, который говорит: как так, почему здесь доктор Smile, если ты рассказывал про клинику доктор Smile, что это нехорошая клиника. Доктор Smile это абсолютно другая клиника, не нужно путать со стоматологией. По всей клинике развешено огромное количество картин, я у самого Гюнджали спрашивал, думал, что сам Гюнджали их рисует. Возможно, вам это не интересно, но я всегда обращаю внимание на все детали, и это картины рисовал отец доктора Гюнджали. То, что касается стоматологии, доктор также рассказывает, что теперь тут есть и рентген, есть 3D-снимки различных, скажем так, фишечках dentistry. Ну, мне кажется, сейчас это есть везде и в других клиниках тоже. Но еще раз про dentistry я вам расскажу в отдельном видео, потому что я сам думал, а не сделать ли мне зубы, и спрашивал все детали. Так что, если вам будет интересно, следите, что называется, не переключайтесь, я сделаю еще видео, расскажу вам про зубы. Тут комната social media, ребята, которые работают как раз-таки над созданием упаковки, это все социальные сети, это YouTube, это Instagram, фотографии до и после, отбор, все то, что создает ваше впечатление, первичное впечатление о самой клинике. Та самая упаковка. Тут мне даже показали и финансовый отдел, то есть вот это мне очень нравится, когда мне показывают абсолютно все, это значит честность. А честность для меня это вот прям базис, от которого можно уже отстраивать свое личное отношение. Нравится, не нравится. Но если нет честности, нет вот этого базиса, все остальное, все, что надстраивается над этим уровнем, не имеет никакого значения. Это комната для помывки головы, в принципе ничего интересного. Отдельная комната, где берется тест крови, и она же emergency room, то есть если что-то происходит, весь необходимый персонал, весь необходимый медицинский набор для экстренной помощи, все это есть. Ну, это must have, то, что должно быть абсолютно в любой клинике. И мало того, что должны быть вот эти вот наборы, должен быть обязательно один из докторов, который полностью отвечает за откачку клиента, если что-то случится. Ну и лобби. Лобби выглядит супер шикарно, прям видно, что фокус идет на богатых людей, которые вроде бы и не хотят, возможно, переплачивать за именитых докторов, стоимость пересадок которых от 10-15 тысяч долларов или евро, и которые сейчас соизмеряют и думают, а почему я должен платить 10-15 тысяч евро, если есть, вот, например, клиника за 5. Да, сейчас цены в Dr. Go приблизительно 4-5 тысяч евро, что мне кажется достаточно завышено. Но с другой стороны, это, наверное, оправдано расходами на маркетинг. Помните, как я к этому отношусь, но так как оно есть. Тем же самым красивым ремонтом и так далее. Поэтому лобби выглядит просто шикарно, с множеством деталей, которые показывают вкус самого доктора. Здесь задействована очень хороший, достаточно известный дизайнер, которая также продумывала все детали, которые также являются частью упаковки бизнеса. Маркетинг, дизайн, подход, дисциплина, правильная подача работ и так далее. Еще один достаточно удобный фактор, о котором рассказывает сам доктор. В этом же здании наверху находится отель Movenpick, если я не ошибаюсь, и клиентам не нужно никуда переезжать, они просто спускаются сверху вниз, и не нужно перемещаться куда-то, ездить в какие-то отели. Это также удобно и тоже, по сути, влияет на ту же упаковку. Ну и кабинет самого доктора. Тут, как вы видите, тоже все очень продумано, очень стильно, красиво. Вот вся его стилистика, все вот эти детали, мне это очень импонирует, потому что у меня очень похожий, наверное, тоже вкус. Я очень большое внимание уделяю деталям, то есть здесь все на своем месте, все красиво. Еще раз, это не про то, что я вам говорю, как здесь круто, это мое личное отношение, которое мне лично импонирует. Но если вы меня спросите, а пошел бы я сам в эту клинику за 4-5 тысяч евро, вот тут, конечно, вопрос открытый. Ну, потому что я знаю клиники и конкретных докторов, которые делают такую же работу или же лучше, и порой, ну, на 40, иногда даже 50% дешевле. Тут мне доктор рассказывает о том, что сейчас фокус только на DHI, то, что не делаются пересадки методом FEE. От себя я скажу, что вы как клиент не ориентируйтесь на методику. Методика – это то, что важно для самого доктора. Это как инструмент профессионала. И именно он сам решит, что
что лучше для одного или другого случая. У меня были случаи, когда я сам думал, что окей, вот здесь вот лучше, наверное, подойдет DHI, клиент приезжает, соответственно, на пересадку волос, и доктор вживую уже видит и понимает, что вот в этом случае лучше работать с FUE. Что я хочу сказать, что не ориентируйтесь на методики, ищите конкретных докторов, а методика — это уже инструмент самого доктора. Потому что очень много ловушек, которые связаны с методиками. Как я вам рассказывал в одном из видео про клинику HLC, например, то, что делается в клинике Гагамед, там вам предлагается 3 различных методики. Это продающая реклама. Вам показывается первая методика, вторая методика, третья методика. Как будто бы доплачивая за одну или вторую методику, вы тем самым получаете более гарантированное качество. Это неправда, это маркетинг. И уж особенно, когда вам делают студенты, у которых, ну окей, 2 года опыта, и тут они вам предлагают различные методики, оно так не работает. Это реально продажи и манипуляция вами, как клиент, который хочет лучший результат. То есть выбери подороже, и как будто ты получишь что-то лучшее. И тут ваш фокус переключается не с того, чтобы вы изучали, а кто конкретно вам будет делать пересадку волос, а на выбор того, что на самом деле не важно, то, что реально хороший доктор должен выбрать сам методику. Что ж, наверное, это все, и вы меня спросите: Олег, так все-таки это хорошая клиника для пересадки волос или нет? Я вам скажу так, что у меня в целом сейчас отношение к клиникам абсолютно другое. Как вы видите, даже на примере клиники Хернева, которая уже даже тоже поменяла название на Dr. Go, точнее, оно даже может использовать одновременно эти 2 названия, но клиники — это всегда про заработок, и я не могу их винить. Я могу их винить и недолюбливать, может быть, или наоборот, только с точки зрения клиента, а именно я и есть тот клиент, который попал, например, на вторую пересадку волос, именно выбирая по маркетингу, по красивой этикетке. Я как бизнес-аналитик в прошлом ориентировался именно на то, как упакован правильно бизнес, насколько хорошо ведутся продажи, и выбрал именно таким образом свою вторую пересадку, о чем я очень сильно жалею. Потому что эстетика не должна быть основана на маркетинге. Маркетингу важно продать вам побольше, подороже и большему количеству. Вам же, как клиенту, если вы действительно хотите сделать инвестицию в себя, а не инвестицию в клинику, вы должны думать о том, что для вас самое главное. Для вас самое важное — результат. Результаты, которые вы видите в портфолио, они принадлежат конкретным докторам. Поэтому нужно выбирать конкретных докторов и с опытом не менее хотя бы 7 лет, лучше от 10 и более. Почему я сам лично сейчас сфокусирован на конкретных докторов? Я знаю их. Кого-то 4 года, кого-то 3 года, кого-то 5 лет, кого-то меньше, кого-то больше. Но это те конкретные доктора со своим конкретным стилем работы. Это как отпечаток пальца. Предсказуемыми результатами. И у меня есть четкое понимание, что можно получить для 1, 2, 3 или 4 пациента. Под каждый конкретный случай. Кто-то лучше справляется с фронтальной линией, кто-то с большим облысением, кто-то делает хорошо макушку, а кто-то делает очень хорошо загущение. Поэтому для каждого своего пациента я конкретно по каждой задаче определяю лучшего доктора в зависимости от расположения, бюджета и ожиданий. И помните, не всем также нужна пересадка волос. Эмоциональность — это то, на что ориентирован любой маркетинг. Ваша эстетика на всю жизнь и то, что изменить будет невозможно. Ну и пришло время поставить оценку по моей системе, которую я разрабатывал в течение нескольких лет. Напомню, что это важный для меня критерий. Я сейчас поясню по ним, по каждому пройдемся из пунктов. Вот этой колонке относится клиника Dr. Go. Это бывшее название клиника Хернева. Я специально не показываю рядом стоящие колонки, чтобы вы сейчас не отвлекались и не сравнивали с другими клиниками. Ну, давайте пойдем по очереди. Первое. Портфолио в целом. Напомню, что максимальное количество 10 баллов. Но для клиник, которые делают более 5 клиентов в день, это максимум 5 баллов. И здесь действительно, по моему мнению, есть из чего выбрать. То есть это 5 баллов из 10. Дизайн. Хорошо. То есть это ненормально, это действительно стараются. И Гюнджаль, я знаю владельца клиники, он действительно всегда выбирает то, что ему нравится самому. Докторов есть, конечно, моментик в том, что, например, в течение прошлого года, насколько я знаю, менялись доктора, и я не знаю, насколько стабильны вот эти доктора, но тем не менее, это действительно работы, которые я вижу. Есть некоторые нюансы, которые мне, может быть, лично не нравятся по фронтальной линии, но в целом хорошо. Идем дальше. Предсказуемость результаты. У меня
здесь минус 2 балла, потому что непонятно, чьи работы. Это по-честному так и есть. То есть я даже сам запрашивал у клиники, собственно, чтобы мне предоставили конкретного доктора одного и второго, где чьи работы. Мне это не дали. Я понимаю почему, потому что они тоже, возможно, будут скоро заменены. То есть вот это мне как раз таки не нравится в клиниках, это мне не нравится на конвейерах, и это минус 2 балла. Четвертый пункт – это планирование с учетом динамики. Здесь просто проходит диалог с клиентом, как во всех недорогих клиниках. Пункт цена. Цены здесь поднимаются каждый год. Здесь уже на данный момент около 4, по-моему, с половиной тысяч евро стоит пересадка. Но тут тоже зависит от методики, точнее не от методики, а 1 день пересадка или 2 дня. Но тем не менее это до 5000 евро в данный момент. И это завышенная цена, но тем не менее по моей системе это 0 баллов. Доктор. Пункт номер 6. Оценка докторов. Докторов сложно оценить, еще раз, потому что они могут быть заменены, и практика тоже показывает, что они меняются. На что я могу только ориентироваться? На вкус самого доктора Гюнжаля, потому что я его знаю давно, и я вижу, что у него ко всем деталям большое, собственно, внимание. Только из-за этого. Но я не могу сказать, что этот доктор сойдет или что это хороший доктор. Для меня это доктор средней руки, поэтому все по-честному. 3 балла доктор средней руки. Опыт доктора. Такого рода доктора, которые отбирают себе Гюнжаль, это, как правило, 7-10 лет. Уверенная работа. Не больше, не меньше. Потому это 3 балла. Идем дальше. Пункт 8. Минус 1 я ставлю за то, что клиника на самом деле принадлежит одному доктору, но работают за него, но тут не ассистенты, а другие доктора, потому что основной доктор и основная его деятельность – это пластическая хирургия. Я это знаю, но многих это может ввести в определенное заблуждение, поэтому минус 1 балл. Пункт 9. Доктор работает в разных клиниках. У меня нет этой информации, но насколько я знаю Гюнжаля, он этого просто не допустит, чтобы его доктора работали в других местах. Команда доктора. Тут я ставлю стабильная команда, опять-таки потому что я знаю Гюнжаля, насколько он не любит вот это вот в различных взбалтываний и трясок, поэтому он всегда набирает себе стабильные команды. Но насколько это возможно, потому что, конечно, при таком большом штате все равно какие-то изменения могут быть. Пункт клиника. 10 пункт. Плюс 3 балла, потому что это свое здание, это значит большое вложение и инвестиция в будущее. То есть это про стабильность. 3 балла. Специализация клиники плюс 1. Пересадка волос является основной базисной деятельностью. Почему, спросите, не плюс 3? Потому что здесь не только пересадка волос, здесь и дентал, и сам доктор занимается пластической хирургией. Но основной базисной деятельностью является пересадка волос. Поэтому плюс 1 балл. Далее, консультанты. Консультантов я знаю лично, действительно хороший консультант. Это плюс 2 балла. Отзывы. Повторяющиеся отзывы благодарности. Я уже говорил о том, что когда нет волос вообще не появляется, люди в любом случае благодарны, что они появились. И тут я ставлю плюс 2 балла. Может быть, даже стоило поставить и плюс 1 балл, потому что как бы вот эта вот зависимость от докторов. Мы никогда не знаем, кто конкретно делает эти работы, но это немного про другое. И отзывы, если посмотреть, действительно, то есть я даже опрашивал своих клиентов, клиенты довольны. Прозрачность, честность, как вы видите, сам доктор лично провел меня по всей клинике, показал абсолютно все. То есть для меня, по крайней мере, это полная открытость и прозрачность. Плюс 3 балла. Итого 30 баллов. Есть клиники лучше, но, как вы видите, если в целом посмотреть, здесь, наверное, больше нюансов, которые мне не нравятся. Это то, что я не знаю, кто конкретно работает с головой того или другого клиента. Второй момент – завышенные цены, как мне кажется, по крайней мере для клиентов из России. Такого рода пересадки обычно стоят около, скажем так, 3000 евро. В целом, зная Гюнжаля, насколько он основателен к своему бизнесу, насколько он внимателен к деталям, и я его знаю уже долгие годы, и это вы можете даже тоже посмотреть по всяким мелочам и деталям самой клиники, это очень важный фактор, и его бизнес, он основателен, то есть он не будет просто так вкладывать миллионы долларов, чтобы сделать что-то такое однодневное. Понравилась клиника? Отлично. Узнаете свою стоимость, называется промокод «Красавчик», получаете дополнительный уходовый комплект, которого нет у других пациентов. Выгодно? Еще бы. Я, как клиент, которому интересна данная клиника, точно был бы заинтересован, чтобы получить какой-то бонус. А вы? Берегите себя. Ну и главное, чтобы колосилось.